Когда гигантская анаконда появляется на строительной площадке, рабочие быстро понимают, что что-то не так. Она движется чрезвычайно медленно и имеет огромный ненормальный бугор на теле. Когда ветеринар разрезал животное и обнаружил, что вызывает этот бугор, никто не мог в это поверить. Но прежде чем мы начнем нашу историю, нажмите лайк. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик уведомлений, чтобы не пропустить новые истории. Как змея вообще оказалась так глубоко в тропическом лесу? Когда рабочие вновь позвонили ветеринару, он решил немедленно прибыть на помощь. Эту змею нужно было разрезать, ведь внутри явно было что-то, чего там не должно быть. Это могла быть ситуация жизни и смерти. Когда ветеринар наконец приехал, он быстро ввел успокаивающее средство почти безжизненной гигантской анаконде. Это была не первая операция такого рода для него, но он все равно нервничал. Это не его привычная клиника, а середина джунглей. Здесь могло произойти все, что угодно. Когда ветеринар аккуратно разрезал огромный бугор на змеином теле, содержимое сразу открылось, и у всех отвисла челюсть. Как такое могло произойти? Но успел ли ветеринар спасти змею? Что они нашли внутри, и почему ветеринар был так невероятно удивлен? На протяжении нескольких месяцев на Амазонии подряд велись работы по строительству новой дороги. Рабочие усердно трудились, чтобы как можно быстрее завершить строительство. Но это было нелегко. Это был медленный и сложный процесс. Доставка материалов на площадку стала настоящей проблемой из-за нехватки доступных грузовиков, а постоянные опасности тропического леса также замедляли процесс. Рабочие сильно отставали от графика и стали переживать, потому что их работодатель угрожал принять меры, если они не завершат работу в срок. Работодатель даже угрожал уволить рабочих. Поэтому рабочие знали, что должны действовать. Они не могли позволить себе дальше замедляться. Их босс поставил им ультиматум. До конца месяца или они будут уволены. Поэтому они решили работать еще усерднее, чем прежде. Но они не знали, что их ждет еще одно большое препятствие. Когда работники расчищали путь, по которому задумали укладывать асфальт, один из них внезапно отскочил назад. Он увидел что-то, что вышло из растительности и очень его напугало. Это была анаконда, но не просто анаконда. Это была самая большая из всех, что они когда-либо видели. Она медленно перебиралась через конец того клиринг, который они только что сделали, кажется, собираясь устроиться здесь. Рабочие были напуганы и удивлены одновременно. Что им делать? Рабочие надеялись, что змея быстро пройдет мимо, чтобы они могли продолжить, но казалось, что змея замедляется. Тогда один из работников вдруг заметил, что может быть причиной этой проблемы для змеи. Они уже заметили, что животное двигалось довольно медленно. Но почему змея так медленно движется? Когда гигантская анаконда была наполовину выбрана из кустов, можно было увидеть огромный бугор на ее теле. Рабочие еле могли поверить своим глазам. Они никогда не видели ничего подобного. Необходимо было принимать меры. Когда змея теперь твердо стояла на месте, необходимость работать толкнула рабочих к решительным действиям, но в то же время они очень боялись. Тогда один из рабочих подошел к змее. «Нет!» — закричали другие рабочие. Они предостерегли своего коллегу, что змея может вести себя агрессивно в этом состоянии, так как она пытается защититься, если почувствует угрозу. Рабочие придумали другое решение. Они решили позвонить кому-то и постараться связаться с ближайшим ветеринаром. Когда разговор с ветеринаром закончился, работник, который звонил, был в полном шоке. Ветеринар сказал, что змея может быть беременной и собирается отложить яйца здесь, на середине дороги, где они реконструировали. Чтобы убедиться, что это так, ветеринар поставил рабочим опасную задачу. Она поручила рабочим попытаться выяснить, где находится бугор на теле. Для этого змею нужно немного расправить, с состоянием почти в свернутом виде. Большинство рабочих колебались, стоит ли это делать. Что если змея нападет на них?
Затем один из них взял на себя контроль ситуации. Смелый работник решил занять самое опасное место, чтобы гарантировать безопасность остальных. Тогда два других смелых работника решили потянуть за хвост змеи, чтобы попытаться растянуть змею. Удача была на их стороне, когда они это делали. Голова находилась довольно далеко от конца хвоста, поэтому шансы на то, что змея сможет их укусить, были минимальны, особенно учитывая, как медленно змея двигалась ранее, но они все равно не хотели рисковать и подошли с дополнительными мерами безопасности. Эти двое мужчин попытались одеться в какие-то самые прочные материалы, которые могли найти, а другой работник присоединился к ним, чтобы отвлечь змею, если будет необходимо. С грузами в своих обуви два мужчины схватили хвост змеи, и все рабочие затаили дыхание, надеясь, что все пойдет по плану. Но им не о чем было беспокоиться, так как змея не оказала никакого сопротивления и позволила себе почти полностью растянуться. Стало все более очевидным, что с этой жается животным действительно что-то не так. Теперь рабочие могут видеть, где находится бугор на теле, и снова позвонить ветеринару, чтобы сообщить о своих находках. Рабочие были любопытны, что им теперь делать, так как они никогда не видели, чтобы змея откладывала яйца. Но тон ветеринара сразу изменился, когда она услышала, где находится бугор. Если бы бугор был из-за яиц, он бы находился гораздо дальше назад на теле. Бугор находится где-то в начале желудка, значит, это что-то, что, вероятно, не может нормально находиться в теле змеи. Но что же могло быть внутри этой змеи? Змея явно проглотила что-то, что ей не следовало бы, и, вероятно, требовалась срочная операция, чтобы выжить. Времени не было терять, но рабочие не знали, что делать. Поэтому они спросили ветеринара, что им делать. Она приедет к ним? Или им нужно будет доставить змею к ней? Они надеялись на первый вариант, но для ветеринара добраться до места работников стало настоящим испытанием, так как она не знала точного местоположения змеи и рабочих. Кроме того, это был час пик. Она, вероятно, застрянет в пробке, но ей нужно было добраться туда как можно быстрее, чтобы дать змею лучший шанс на выживание. Один из рабочих предложил забрать ее, но это заняло бы слишком много времени. Но в складских помещениях компании были люди, которые точно знали, где находятся рабочие и как туда добраться. Поэтому ветеринар решила посетить склад компании. После объяснения ситуации один из менеджеров согласился помочь ей, и они собирались использовать его вездеход, чтобы проехать через тропический лес, что никогда не бывает легко. Ветеринар пережила настоящую поездку. Путешествие заняло около 3 часов в общей сложности. Поездки, на которой ветеринар не раз размышляла, стоит ли жизнь этой змеи тратить целый день с лишним. Другие нуждающиеся животные также могли нуждаться в ее помощи, но она приняла решение, с которым придется смириться. Через 3 часа она добирается до змеи, и когда она, наконец, смогла взглянуть на змею, она сразу же поняла, что все эти усилия того стоили. На рабочем месте рабочие также испытывали затруднения из-за времени ожидания доктора. Их страх стал правдой. У змеи не было намерения оставаться в том месте, где она находилась. Она ждала достаточно долго и пыталась снова двигаться. Рабочие не знали, что делать дальше. Некоторые работники хотели просто отпустить ее, так как это означало бы, что они, наконец, смогут продолжить. Почему они так заботятся о змее в первую очередь? Это всего лишь животное. Они хотели продолжить свою работу так, как они хотели убедиться, что закончат до своего срока. Но не было особого единства среди всей группы рабочих. Другие очень впечатлили слова доктора и знали, что если они сейчас отпустят змею, она определенно умрет. К счастью для змеи и врача, эта группа была в подавляющем большинстве. Змея все еще двигалась очень медленно, поэтому рабочие смогли заблокировать ей пути обратно вглубь джунглей собственной листовой сталью, которую они привезли с собой как запасы. Но этот шаг имел большой недостаток. Они не могли полностью капсулировать змею, поэтому им приходилось продолжать движение, чтобы заблокировать путь змее.
Животное явно раздражалось от этого, и рабочие должны были быть осторожными. Рабочие начали волноваться. Правильно ли это? Змея такого размера, даже если она была не в отличном состоянии, могла легко убить одного из них, если бы схватила его. Рабочие знали, что должны доверять друг другу. Это стало коллективными усилиями, в которые даже люди, которые хотели отпустить змею, помогали. Когда ветеринар наконец приехала на место, змея все еще лежала на том же месте, где ее держали рабочие, но становилось все более очевидным, что это не будет так долго, так как змея на этой точке стала действительно агрессивной. Змея даже не хотела убрать листовую сталь, которую рабочие поставили, чтобы удерживать змею на месте, а мгновенно нацелилась на рабочих, держащих листовую сталь. Среди многих из рабочих уже были такие моменты, когда змея была близка, но страх перед змеей возрос до рекордной высоты сейчас. Некоторые рабочие уронили металл и побежали назад. Ветеринар должна была действовать быстро и понимала, что единственно возможный шанс здесь, если она быстро успокоит змею. Но успокоение змеи было не без определенных рисков. Всегда существовал риск, что змея может не проснуться после этого, учитывая состояние, в котором была описана. Но, видя ее активно пытающейся напасть на рабочих, врач была уверена, что она выживет после инъекции. Единственное, что оставалось, это подойти к змею с успокаивающими средствами. Ветеринар ждала, пока голова змеи повернется в другую сторону. После этого она медленно подошла к змеи и быстро ввела седативное средство в нижнюю часть тела змеи. Теперь им нужно было ждать, пока змея полностью не уснет. На протяжении следующих нескольких минут она замедляла свои движения все больше, и ветеринар смогла ввести пару дополнительных успокаивающих средств, необходимых для змеи такого размера, чтобы она полностью отключилась. Через некоторое время змея была полностью под наркозом. Некоторые рабочие упали на колени от усталости, и их сердцебиение, наконец, немного вернулось к норме. С этими событиями они не раз сталкивались со сложными моментами смерти, поэтому они были счастливы, что выжили. Теперь ветеринар наконец могла сосредоточиться на большом бугре на змеином теле, за которым она на самом деле пришла. Она достала свой хирургический набор из большого джипа складской компании и приготовила все необходимое для работы. Она быстро смогла подтвердить свои подозрения о том, что предмет застрял на входе в желудок змеи, прощупав ее тело. Предмет, застрявший в ее теле, был чем-то, что змея проглотила, и при этом не могла переварить. Ветеринар могла сделать только одно. В этот момент не было ничего другого, кроме как аккуратно разрезать змею и извлечь из нее предмет. Но операция всегда несет риски, особенно если ее нужно выполнять посреди леса. Но другого выбора не было. С величайшей точностью и осторожностью ветеринар сделала разрез на змеином теле с учетом бугра. И после того, как она преодолела кожу, мышцы и пищевод, источник бугра наконец-то был раскрыт всем. Но это было не то, что они ожидали. Из змеи вышла маленькая пластиковая коробка, которая первоначально сбила ветеринара с толку, но рабочие немедленно поняли, что это такое, и осознали, что произошло. Но рабочие также поняли, что это нехорошие новости для змеи. Эта коробка была их холодильником, в котором они держали большинство своих скоропортящихся продуктов, таких как мясо. Однако мясо в этом холодильнике испортилось, поэтому они оставили его вне грузовика, потому что оно ужасно пахло. Но они все еще не могли понять, как змея нашла этот холодильник, так как думали, что убрали его в безопасное место. Змея, должно быть, уловила запах и подумала, что это добыча, поэтому проглотила его целиком. Но она, к сожалению, быстро научилась последствиям своей фатальной ошибки. Убрав холодильник, ветеринар быстро начала зашивать змею снова. Во время этого она также чипировала змею, чтобы отслеживать ее движения и выяснить, выживет ли она в долгосрочной перспективе. Затем они разбудили змею, надеясь, что она не будет агрессивной больше.
Змея просыпалась в течение нескольких минут. Вначале она была все еще в замешательстве, но через некоторое время начала ползти гораздо быстрее, чем до операции. После того, как змея исчезла снова в лесу, у ветеринара осталось одно дело. Она поблагодарила рабочих за их невероятные усилия по ее безопасности и безопасности змеи. После этого она вернулась в город, где у нее ждали другие пациенты. Чтобы убедиться, что змея в порядке, ветеринар сделала еще одно действие. Она наблюдала за поведением змеи через чип, который она установила. Змея ведет себя совершенно нормально, и ветеринар может с уверенностью сказать, что операция прошла успешно. Она спасла жизнь животного.